Добрый день, рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами делаем вот таких красавчиков, кофейных котиков. Они делаются достаточно просто. Уверена, что и у вас тоже все получится. Для начала давайте определимся, что нам необходимо. Это ткань, можно лен, можно хлопчатобумажную, главное не искусственную. Так как ее мы будем красить, а она должна хорошо высыхать и впитывать нашу краску. Шаблоны наших зверюшек. У меня вот такие котики. Я уже нарисовала им милые личики. Ну, чтобы было веселей. Также у меня есть текстильная краска 3 цветов. Она непосредственно акриловая по росписи на тканях. Черная, белая и красная. Также нам необходима, конечно же, кисточка. Есть и потолще. Это для рисунка. Гелевая паста для тонких деталей. Уже непосредственно для окончания работы. Карандаш. Синтепон, чтобы набить наших котиков. И швейная машинка. Также у меня уже приготовленный раствор, которым мы будем красить наши игрушки. Итак, приступаем. Для начала необходимо перевести наш шаблон на ткань. У меня выкройки шаблон еще без припусков на швы, поэтому я немного отступлю от края. Чтобы зафиксировать на ткани игрушки, я использую булавки. Жалко, конечно, прокалывать такую красоту, но для этого она нам и нужна. Сначала переведем на ткань 2 котиков, далее переместим нашу выкройку дальше по ткани. Обводим аккуратно карандашом. Лучше, конечно, это делать карандашом, ручкой остается след, а так как мы будем наших котиков красить, ткань будет намокать, и паста, либо же фломастер останется на ткани. Может нам все испортить. Мы аккуратно обведем игрушки карандашом. Первый готов. Теперь второй. Все игрушки получаются разные, со своими эмоциями и со своей формой. Поэтому, если у вас получается пошив не такой, как вам хотелось, я не вижу в этом ничего страшного. Ведь авторская игрушка, она индивидуальна. Каждый со своим характером, со своими мыслями. Вот. Еще один котик у нас будет здесь. Также мы его закалываем. Фиксируем. И также обводим. Ушко. Второе. Готово. Теперь необходимо сколоть большим количеством булавок, так как сейчас мы будем приступать к пошиву наших игрушек. Их
Кстати, можно отшивать и вручную. Я буду делать это на машинке. Ткань у меня в 2 сложения. Последний котик. Одна булавка. И вторая. Готово. Красавчиков наших отправляем в архив выкроек. У меня есть специальная папка. В дальнейшем я вам ее покажу. В ней хранятся все мои заготовки, работы, идеи и уже отшитые образцы, которые ждут дальнейших своих воплощений. Итак, сейчас я это все сошью. Итак, я отшила наших котиков. Теперь осталось убрать все закрепки, точнее нитки. Мы их просто отрезаем. Обязательно на краях, где у нас остается отверстие, чтобы набивать котиков дальше синтепоном или силиконом, необходимо ставить закрепки, чтобы шов не расползся. Убираем наши все булавочки. Теперь самое интересное, необходимо вырезать. Не забываем, что должен быть припуск. Я специально отшивала игрушки, не разрезая полотно. Так удобнее, тогда форма котиков остается целая. Теперь приступаем непосредственно к вырезанию. Я оставляю достаточно приличное место для припуска. Чтобы при выворачивании наша игрушка не разлезлась. Теперь, что касается ушек, здесь также пройдемся немножко меньше, но нам нужно будет сделать надсечки. Так, на ушках оставим меньше и сделаем небольшие надсечки, чтобы форму при выворачивании не топорщила и она аккуратно легла. То же самое и с ножками. Мы разрезаем, но делаем надсечки, не доходя до края, миллиметра 3-4. Сделать аккуратненько. И последняя, третья. Вот так. Иначе, когда мы будем выворачивать, наша ткань все потянет. Так, первый. И дальше то же самое. Сначала вокруг. Теперь ушки, надсечки, ножки. Раз, два, три. Лишний уголок также можно срезать. Два. И последний. Итак, вот такие заготовочки. После того, как мы сделали все надсечки и убрали лишнюю ткань, у нас получились. Теперь осталось вывернуть.
у нас есть отверстие. Его не нужно делать слишком большим, чтобы потом лишнее не зашивать. Просто выворачиваем. Это займет некоторое время, но постепенно с этим можно справиться. Конечно, сейчас работа еще совершенно не похожа на готового котика, но мы с вами идем в нужном направлении. Теперь нам понадобится дополнительный инструмент. У меня это палочка от суши. Ей удобно расправлять все уголки. Вот. Там у нас ножки. Так, одна ножка есть. Теперь вторая. Далее ушки. Ушки легко делать непосредственно толстой иглой, чтобы уголочки были остренькие. И второе ухо. Чуть немножко поддеть. Конечно, в процессе выворачивания ткань немного помялась, но это не страшно. Мы ее все равно будем мочить в растворе, и она разровняется. Вот такой у нас получился фрагмент нашего кота. То же самое делаем с двумя другими. Так, теперь необходимо набить синтепоном наши игрушки. Для этого у нас есть отверстие. И очень удобно это делать также нашей палочкой, но только уже большим концом. Расправляя, хорошо наполняя мелкие детали. Это наши ушки и ножки, чтобы они имели форму.
Вот так. Я распушиваю синтепон, чтобы он не был комками, так как он у меня достаточно сбитый. Будет ложиться ровнее внутри нашего кота. Поправляем и проверяем, достаточно ли он наполнен. Я бы, конечно, добавила еще. Хочется, чтобы он был все-таки более упругий, а не расплывался, как маленькая лепешка. Еще немного, наверное, добавим. Последний кусочек. Думаю, достаточно. Теперь нам необходимо зашить наш бок. Я возьму нитку в одно сложение. Спрячу кончик вовнутрь и прошью. Теперь закрепим нашу нитку. И выведем ее, где нам захочется в бок.
Теперь осталось только отрезать. Вот такая заготовка для покраски у нас получилась. То же самое я сделаю и с двумя остальными. Итак, наши котики уже отшиты, набиты и с зашитым бочком. Теперь приступим к покраске. У меня уже готовый раствор. И начинаем немножко промазывать. Не набираем много, чтобы ткань не впитывала и не намокал непосредственно наполнитель. Проходим бочок. Уделяем особое внимание местам, где у нас идет шов. Его тоже нужно полностью прокрасить. По насыщенности раствор может иметь множество оттенков, от нежно-светлого до загорело-коричневого. Все зависит от вашей фантазии. Здесь пределов нет. Я не боюсь, что кофе оставляет вот такие точечки, так как при высыхании они уберутся и их не будет видно. Сушить свои игрушки я буду феном. Пробовала сушить, как и другие мастерицы, в духовке. Но я не вижу процесс, наблюдать за ним очень длительно, и я не смогла утерпеть. Сушить на батарее центрального отопления тоже не смогла, так как игрушки падали, получались заломы, и в местах, где батарея соприкасалась с игрушками, получалось пятно. Не всегда оно эстетично и не всегда было в том месте, где мне нравилось. Итак, вот такой у меня получился котик. Сейчас я оботру его, промокну салфеткой, чтобы убрать крошку, и буду сушить наших котиков. Посушу феном и покажу вам результат. Итак, я просушила котиков. Теперь видно, что бачок можно еще раз прокрасить, чтобы так сильно не бросалась в глаза полоска. Мы просто ее вот так на две стороны затушируем. И вторую точно так же, чтобы было симметрично. Теперь нужно определиться, где будет лицо, а где будет спинка. Эта сторона будет лицевой, поэтому здесь мы сделаем немножко аккуратнее. Также более можно затемнить ушки слегка. Вот так. Второго котика вперед будет здесь. И точно так же пройдемся немножко ушки. И лапки. Теперь просушим окончательно наших котиков. Ну вот что у меня получилось. 3 совершенно разных котика. Посередине лежит задекорированный черной краской и акриловой краской кот. Хотелось сделать веселого дворового кота.
результате сможете судить сами. Я нанесла глазки, они высыхают. Также высыхают носы и язычок. После этого черной гелевой ручкой я нарисую контуры. Итак, последний завершальный штрих. Нам нужно продумать, как мы будем вешать наших котов. Если изготавливаются вот такие петельки, их необходимо вшивать непосредственно при зашивке деталей с изнаночной стороны. Прокладываем строчку, закрепку, и в таком случае у нас появляются вот такие петельки. С этими котиками я решила поступить иначе. Я хочу сделать магниты. У меня есть вот такие неодимовые магниты. Отделяем необходимое количество. О, сильный какой, решил вернуться. Вот 2 магнита. И берем пистолетом, намечаем, где будет посередине. Клея необходимо небольшое количество, дабы он не растекался. Этого достаточно. Лишний остывший элемент потом мы оторвем. Вот так. Немного придавить и дать остыть. Следующий точно так же. Выдавливаем. Ставим капельку. И приклеиваем наш магнит, немного придавив. Все, 3 вида закрепок на поверхности у нас готово. 1, 2, 3. Как кому нравится. Кто любит петелькой вешать, кто желает делать сувенир на холодильник или железную поверхность, можно использовать магниты. Оба варианта удобны в своих случаях использования. Вот я уже разукрасила наших котов. Более четко навела мордочку, усы, носик и подписала. Можно оставлять неподписанные игрушки. Они тоже выглядят достаточно таки неплохо.
Это уже по вашему усмотрению. А можно и подписать. Например, если подарок именной, можно написать с поздравлениями, либо же какую-либо фразу, та, которая будет мотивировать на хорошее настроение. Я выбрала 3 фразы, которые мне больше всего понравились. Все 3 игрушки у нас разные. Они все со своими оригинальными мимиками и надписями. Средний котик у меня получился более чумазый, дворовой. Так и было задумано. Я использовала акриловую краску помимо кофейного раствора. Мне хотелось сделать одного более такого грязного котика. Но он тоже по-своему милый. Вот что у меня получилось. 3 оригинальные игрушки, которые могут порадовать и вас, и ваших детей, и знакомых. Поднять настроение. Ведь когда такой красавец ежедневно попадается на глаза, улыбка сразу будет присутствовать. Что касается предыдущих котиков, были у меня вот такие еще забавные игрушки. Также есть надпись, милое личико, оригинальная деталь декора, и я делала петельку. Она у меня висит в комнате. Вот такой котик. Есть также вот такие ребята. Он более светлый. Я рассказывала, что насыщенного раствора я не делала и не добавляла много ПВА, поэтому он мягенький. Эти же работы более жесткие и упругие. И, конечно же, эти ребята загорелые, как после летнего курорта. Также есть еще вот такой малыш. Соня. Тоже с петелькой, ушками и своим обаянием. Я буду рада, если мой мастер-класс вам понравился и вдохновил вас на создание вот таких милых чудиков. Я же с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет масса интересного и познавательного. Всего доброго и отличного вам настроения.